к нашему с вами сожалению, праздничная кампания с подарочными эпиками подошла к своему завершению, а это означает, что пришло время двигаться дальше. А дальше у нас заканчивается футбольный сезон, и соответственно ожидают матчи национальных сборных. Поэтому в ближайшие 2 недели в игре мы будем наблюдать соответствующую кампанию с национальными сборными. Заранее прошу прощения у тех, кто мог заметить, что с моим голосом что-то не так, умудрился приболеть к концу месяца и, как назло, прихватило горло. Но даже это не помешает ознакомиться с сегодняшним контентом, который стал доступен после оперативного обновления. К слову, если вам необходимо пополнить ваш баланс монеточек в eFootball Mobile или в любой другой мобильной игре, то вам на PlayRock. Ведь на их сайте собраны одни из самых выгоднейших предложений на рынке. А также вы всегда можете предложить свои товары и услуги. Приобрести монеты и все остальное на их сайте вы можете в пару кликов. И что самое главное, безопасно. Помимо всего прочего, на PlayRock также проходят розыгрыши. А поэтому все это и не только вы сможете найти по ссылке в описании и в закрепленном комментарии. Ну так, о чем это я? Точно. Итак, как я успел обмолвиться еще в самом начале, вплоть до 12 числа, именно того самого дня, когда мы и ожидаем обновления в игре, ближайшие 2 недели будет проходить кампания в честь национальных сборных. В течение этой кампании мы сможем заработать 3 селективных контракта, 2 из которых пойдут на хайлайтовский пак с непримечательными цифрами, тогда как последний оставшийся селективный контракт пойдет на шоутаймовского вратаря, но об этом чуть попозже. Также в рамках этой кампании нам вновь увеличивают прохождение круга почета, и при забитом пенальти мы должны проходить где-то 9 позиций вместо 6 предыдущих. В общем-то, самое идеальное время, чтобы нафармить себе прохождение круга почета и забрать бесплатные крутки оттуда. Наверное, вот сегодняшнее оперативное обновление примечательно тем фактом, что в игре появился новый шоутаймовский набор, и не для кого-то из полевых игроков, а именно что для голкипера. Да, наконец-таки, спустя столько времени, спустя столько ожиданий и гаданий, каким же именно будет шоутаймовский навык для голкиперов, мы наконец-то его дождались. Но специально это получилось или же нет, вроде как навык-то вратарский, но касается он даже не столько самих вратарей, сколько защитников. Называется он «Руководство защитниками», помечен буковкой В, что значит вратарский навык, и как мы можем ознакомиться в самой игре, это навык, который улучшает оборонительные навыки защитников, которые расположены близко к своим вратарям. Соответственно, все эти защитники, которые будут в штрафной вместе с вратарем в тот или иной момент, их скиллы вроде как увеличиваются. Соответственно, сам навык на игру голкиперов никак не влияет. Влияют сами голкиперы на игру других игроков. И стартовая четверка, которая обзавелась этим самым навыком, на самом деле не внушает особого доверия, если так говорить. Поскольку трое из представленных вратарей не достигают роста в 190 сантиметров, а именно 185, 186 и максимум 187, это Левакович. И только индонезиец достигает роста в 191, в 192 сантиметра. В общем-то, именно вот этих голкиперов мы и сможем забрать за один селективный контракт. В общем-то, дареному коню в зубы не смотрят, но хотелось бы кого-нибудь поинтереснее. Может быть, не таких же высокорейтинговых, как, например, там Алисон, Эдерсон, Куртуа и другие ребята, но кого-нибудь поинтереснее, молодых кого-нибудь, или просто малоизвестных. А так мы получаем Пикфорда, который, в принципе, по своей модельке вроде бы неплох, но ничего особенного не показывает. Левакович, который после успешного мундиаля перешел в турецкую лигу. Диаго Кошта, который, вот, наверное, один из самых притягательных среди этих голкиперов, но которому редко обновляют физформу из-за того, что он играет в португальской лиге. Ну и вратарь сборной Индонезии. Нужно ли тут что-то говорить? Но если вы спросите, кого из этой четверки взял бы именно я, то, скорее всего, вот как раз-таки Диаго Кошту. Он хоть и не самый высокий голкипер, но моделька у него прикольная. И, в принципе, он, ну, знаете, более-менее надежен на воротах, опять же, несмотря на не самый высокий рост. Шоутайм набор, который появился в игре, также посвящен именно исполнителям национальных сборных. Тут вам Деклан Райс, Рафаэль Лиау и Дэн Бёрн. Последнего можно назвать прям-таки конкурентом Коллера за верховой мяч в вашей штрафной при верховой борьбе, поскольку Бёрн — это, знаете, скрытый алмаз среди ГПшных игроков, среди хайлайтовских карточек, которые раньше появлялись, поскольку он вроде бы как фланговый защитник, обороняющийся, но некоторые наигрывали его
него как центрбэка, как раз таки из-за не самых плохих оборонительных цифр и из-за своего роста, там, по-моему, 202 сантиметра. Здесь же он представлен как центрбэк и, что самое интересное, с воздушным фортом, поэтому противостояние с Колером напрашивается само собой. Касаемо же Деклана Райса и Рафаэля Ляо особо сказать нечего, слава богу, у Ляо хотя бы обычная физформа, тогда как Деклану Райсу вновь накинули стиль от штрафной до штрафной. Но, если вы думали, что с сегодняшним оперативным обновлением, с новой кампанией, которая посвящена сборным, мы совсем забудем про клубный футбол, то это не совсем так, поскольку в понедельник мы получим пак с игроками Манчестер Сити, чей сезон выдался на самом деле не самым притягательным, не самым успешным, но все же ценность моделек никто не отменял, а здесь у нас и Родри, и Холланд, поэтому если в игре присутствуют такие новички, у которых нет этих игроков, то в принципе это хорошая возможность ими обзавестись. Касаемо же эпического пака на понедельник, то нас ожидают игроки национальных сборных, как это ни странно, среди которых Андреас Иньеста на позиции атакующего полузащитника и с навыком моментум дриблинг, это Павел Недвед на позиции левого полузащитника с острыми навесами и Ван дер Варт на позиции центрального полузащитника без какого-либо отличительного навыка. Ну и в общем-то это весь более-менее интересный контент, который мы успели получить за сегодня. Я думаю, что более-менее что-то вот такое весомое, ощутимое, интересное мы получим не раньше 12 июня, когда вся эта кампания и подойдет к своему завершению, и заодно мы должны получить обновление игры вместе с летним контентом, клубный чемпионат мира и прочие дела. Ваше же мнение по всему увиденному и услышанному, как и всегда, буду ждать в комментариях под этим роликом. Не забывайте подписываться на этот канал, если вы находитесь здесь впервые, и прожимайте колокольчик для уведомлений. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и до скорых встреч!